Я приветствую вас, с вами Лика. Желаю вам любви и гармонии внутри, в сердце и вокруг вас. Тема нашего расклада: что вам важно знать именно сегодня, да? Посмотрим, что вам хотят передать, возможно, высшие силы, да, или какая ситуация у вас сейчас. Будем разбирать, что вообще карты хотят сказать. Что ж, давайте приступим. Король жезлов, знаете, говорит о характере человека, который, вот знаете, целеустремлен сейчас какими-то такими идеями в своей жизни, вот как бы их воплотить, как лучше что сделать. Вообще человек задумался и как бы занят сейчас собственным миром. Внутри, да, и снаружи тоже. Наблюдает как-то и за собой, и как бы ждет, что ли, вот какого-то знака, что дальше делать, как поступить. Человек такой, который не умеет сдаваться. Вообще вот ценит жизнь. Возле него все расцветает всегда обычно. То есть человек любит вкладывать свою энергию, да, не просто делать ради дела, а потому что он этим горит, он этим живет. То есть если в работе, то человек будет полностью отдаваться, да, каким-то своим проектам по рабочей специальности, да. Если это дома, то тоже он старается все делать. Вообще идет энергия мужчины. Возможно, сегодня у нас будет расклад для мужчин, да. Но и женщина здесь может быть как король жезлов. Почему? Потому что мужская энергетика больше преобладает. Привыкли решать сами все, да, то есть многое тянете на себе. Вообще лидер в семье, в работе. Ну, вот сейчас находитесь в ситуации, когда, я говорю, планы, думаете, может, не получится воплотить, что-то не сбудется, да. Вообще у кого-то вплоть до бессонницы. Много мыслей, очень много мыслей. Или, знаете, вот идет так, что настолько, может, делаете всего очень много, да, вот все 50 дел, так сказать, за день, и работа, и в быту, я говорю, потому что привыкли все держать как-то под своим лидерским контролем. И даже ночами потом уснуть не можете, потому что очень много переутомленности. Вот организм просто устал, организм переутомился. Также возможно, что накручиваете себя очень сильно в данное время. Двойки пентаклей. Я говорю, пытаетесь баланс, вот выровнять все и сразу. Во-первых, охватить необъятное. То есть вот настолько у вас в характере такая есть черта, что вы не можете остановиться. Даже когда чувствуете уже, что вот земля из-под ног уходит и нужно тормозить, там, возможно, себе дать отдохнуть, да, или отстраниться от какой-то сейчас проблемы или решения, да, какого-то вопроса, вы все равно, все вокруг может уже рушиться, вы будете все равно искать выход, вы все равно будете решать, потому что не уснете, пока не решите этот вопрос, пока не добьетесь удовлетворения, что все, вот так, ага, хорошо, я спать. Ну, это уже я утрирую, конечно, но... То есть всегда старайтесь найти баланс. Также это говорит о том, эта карта, что вот в окружении вас есть люди, да, в хаосе, они себя теряют. Вы можете устоять в любой практически ситуации. Вы стабильно начинаете, я говорю, принимать решение. Вот пока вы его не примете, вы не успокоитесь. Пока не решите вопрос, вы не успокоитесь. Или не добьетесь какой-то цели, опять же, которая, да, идет, говорю, как бы по судьбе. Не все, конечно, воплощается, но в большинстве случаев у вас получается. Особенно это касается вашей сферы работы.
Вы на хорошем счету на работе, потому что, говорю, вы умеете мыслить именно как вот, знаете, как магнит для новых идей, которые вот в состоянии кризиса или хаоса вытаскивают на поверхность компанию, да, там, работу, ну, в общем, то место, где вы работаете. И люди вас ценят за это. Но и в жизни, если взять вашу личную жизнь, да, семью, дом, это у вас то же самое и с родственниками, и с близкими. Та же самая ситуация. Королева жезлов. Ну, здесь я говорю, вот у вас энергия однозначно огня. Однозначно вы, я говорю, целеустремленный лидер по жизни. Вообще человек, который видит не то, что всех насквозь, а вот опыт побед, скажу так, принес вам уже такую мудрость, что вы уверены в себе на 100%, так скажу. Даже если вас что-то... Ну, здесь, я говорю, вас сбивает только одно, что вы не можете даже, возможно, охватить все, что вы хотите сделать. Вы боитесь, как будто уйдет время, что я не успею сделать то или другое, а время проходит. Там дни, потом месяцы, годы, и у вас прям вот горит эта энергия, что нужно что-то делать. Но, говорю, вы сейчас о чем-то задумались, вы как остановились и задумались о том, что а вообще, как лучше сейчас поступить, да? И еще какие-то проекты есть, но, возможно, у них такая планка, что вы взвешиваете, а стоит ли вообще это воплощать в своей жизни. Я говорю, сегодня у нас говорят карты о человеке, который очень завязан на жезлах, то есть на энергии огня, еще раз повторю. И человек, любящий комфорт, любящий много работать, как я уже сказала. То есть вы очень много на себе несете. И в работе, и дома, я говорю, вы незаменимый человек. Ну, это, опять же, вы так считаете, сейчас посмотрим. Но вы очень много делаете. Для того, что... Вообще вы много всегда делали, потому что все, что у вас сейчас есть в жизни, вы добились сами. Да, вам помогали люди, встречались на пути, но это судьба посылала Вселенная, да, высшие силы, когда нужно было. И опять же за ваш труд, вот за ваше упорство, в хорошем смысле этого слова, потому что иногда вы прям не сдавались. Все сдавались вокруг, вы нет. Вы прям шли до конца. И вот Вселенная видела, что вы раз, два, три могли начинать что-то заново, да, в жизни. Причем вам по жизни почему-то дается все тяжелее, чем, ну, как вот думаете, вот она вот прошла, да, там, у нее все это быстрее получилось, а мне приходится чуть не выгрызать зубами свой комфорт, свое счастье, свою стабильность. Но вы создали уже свой мир вокруг себя так, что у вас есть это уже. Вот времени нет совсем отдыхать. Вот вы вообще не отдыхаете, вы прямо, вот знаете, вот идет такая информация, что вы постоянно вот как белка в колесе. Дела, дела, дела. Я говорю, вы как будто у вас, вот знаете, идут страхи, я говорю, что вы не успеете что-то, как будто, может, возможно, кто-то на вас повлиял, да, или что-то на вас повлияло, что вы, возможно, прошлое, где вы привыкли, что если я сейчас не накоплю вот этот фундамент, здесь в материальной сфере особенно идет, вы прям возросли в себе эту дисциплину, что нужно постоянно что-то сколачивать, копить, влаживать. И у вас нет времени отдохнуть. Хотя, я говорю, вы вот от этого хаоса уже устали. Реально устали. Да, вы, говорю, вот смотрите, как на жизнь. Здесь 7 кубков, да, она говорит как бы об иллюзии, мечтах, но у вас не в этом плане. Вы хотите все успеть в своей жизни. Планов много. Мечты прям вот, ну, такие, не скажу, что они несбыточные, но как будто вот у вас произошел какой-то момент, что вы решили, я хочу взять по максимуму от этой жизни. Насколько меня хватит.
Но только понимаете, какой здесь парадокс, что вы пытаетесь взять по максимуму от жизни, но вы практически не живете. Вы постоянно находитесь в процессе чего-то, говорю, создавая, но не сильно успевая пользоваться этим. Вот так, что вот идет вот так. И еще идет такое, что у вас, знаете, вот прям какая-то есть привычная мысль, отдохну потом. Высплюсь там, ну как вот есть люди говорят, высплюсь потом. Отдохнем, нам некогда отдыхать. Вот идет вот такая информация. И вы тянете на себе, говорю, вы как и женщина, понимаете, вы привлекательны, интересны, вы всегда выглядите хорошо, да, то есть вы, лидерские качества у вас просто на высокой планке. Люди к вам приходят, люди за вами идут. У вас и мужская, и женская вот энергетика, и огонь, понимаете. Но все, что вы создаете сейчас, я говорю, вы почему-то этим как бы не удовлетворены, не пользуетесь, что нету времени на это. То есть я говорю о том, что вы можете, почему я сказала мужская и женская энергетика, как бы в тандеме, да, у вас присутствуют, хотя вышло первое, что мужская преобладает, потому что вы думаете, может, больше прямолинейно в каких-то ситуациях своей жизни, да, нежели как бы женской энергетики. Там свои моменты, не будем сейчас углубляться, я просто вам имею в виду, что вот чувство, что вы создаете мир, которому вам некомфортно, по большому счету, потому что вы никак не можете достичь какой-то планки. Вы все время себе ставите какие-то планки. И постоянно себе задаетесь тем, что их надо достичь. Я говорю, у вас вот, говорю, даже здесь опять карта 4 кубков идет об упущенном шансе. А вдруг я не успею? Вдруг я что-то сделаю? То, что я не успею воплотить в жизнь. У вас даже если что-то не получается, а не получается сейчас много, потому что, не то, что много, многие моменты стали отваливаться, да, вот прям на планы, на которые вы ставили ставки, так скажу. И потому что вы не успеваете отдыхать, вы не успеваете наслаждаться плодами собственных усилий и трудов. Хотя Вселенная, говорю, вам дала выравнивание в свое время тогда, когда вот почему я сказала про эти энергии, да, что у вас такое чувство, что вы считаете, что я могу сделать все сама. Во мне столько я могу и как мужик быть, да, ну как мужчина в смысле, и как же женщина я все могу сама. И вы создаете. Но только вопрос, а для кого это тогда, если вы сами этим не пользуетесь? Ну, возможно, да, там дети, родственники, внуки, но я говорю, вы свой ресурс израбатываете туда, где не получаете вообще удовлетворения. И вот, я говорю, по 4 кубков идет, что сейчас вы начинаете прямо, знаете, вот, ага, вот это не получилось, вот это не получилось, вот это не получилось. А почему? И начинаете задаваться вопросом. Как бы искать вообще внутри, потому что вы привыкли сами себе на многие вопросы отвечать. Уже по жизни, я говорю, хватает мудрости, хватает опыта. Почему я проиграл, да, или проиграла, почему, что со мной не так сейчас случилось. А ведь был же шанс, а нужно было максимум еще вложиться. Но сил-то уже нет таких. Вот жрица вышла. Вам интуиция подсказывает, с вами ваш дух, ваше внутреннее, да, состояние, ваш духовный, да, так сказать, наставники ваши, они пытаются сейчас до вас достучаться. Вы сейчас не зря ушли в это состояние и думаете, а что вообще происходит. Ну вот я говорю, у вас сейчас период. По этой карте скажу, вот, что вот вы добились, я говорю, уже очень многого. У вас есть и дом. В общем, не буду перечислять материальные все моменты. Вы прекрасно знаете, да, что есть то, что у других, у многих вообще нет. И им далеко до таких целей. Потому что, говорю, вы очень давно начали сколачивать все сами. Вот, говорю, у вас пришел какой-то момент, я хочу в этой жизни получить максимум. Вы получили. Но сейчас, я говорю, как бы, знаете, пришел момент, планка определенная, как бы перепрыгнута, и все. А дальше либо возможностей не хватает поставить, либо не знаете вообще, что еще надо.
Потому что настолько привыкли в этой гонке жить как бы с самим собой, что побеждая самого себя, что ли, вот как конкуренция. То есть у вас конкуренция не какой-то человек, а вы сами. Ваше собственное эго, я так скажу, что вот вы привыкли преодолевать, ставить, преодолевать вершины. Это хорошо, но когда это, понимаете, компромиссно идет, а вы стали уже прямо, ну, как сказать, не то, что зависеть от этого, вы прям не можете без этого жить. Вы считаете, что все, жизнь пустая, в ней нет ничего, а ведь у меня еще столько планов, столько нужно успеть. Восьмерка мечей. Я говорю, это обстоятельства, которые вы сейчас создали вокруг себя сами. Перегнули палку. Понимаете? То есть есть время, когда нужно чего-то уметь отказаться. То, что уже не нужно. То, что уже, вот знаете, перебор. Но почему-то именно сейчас вас остановили. Я говорю, возможно, у кого-то сейчас получилось, что по здоровью. Заболели, да, слегли. Что-то произошло так, что стала какая-то ваша вот привычная сфера жизни на паузу. И вы думаете, что все время упускаю, я прямо, я не знаю, вы вот в этой прям клетке бьетесь по девятке мечей, говорю, вы боитесь того, что вы не успеете что-то. Боитесь, что вы не выйдете из этой клетки. Вы боитесь этого самого, вот патологически этого состояния застоя. А я говорю, ведь иногда нужно отдохнуть. Уметь отдыхать, уметь пользоваться тем, что дает, ну, пользоваться в хорошем смысле, да, что вам дает как бы Вселенная, жизнь. А у вас есть очень многое. Вы годами, я говорю, все это делали. Но похвалить себя и оценить у вас даже нет на это времени. И порадоваться, оглянуть. Смотрите, жизнь все равно вернулась. Карта. Помните, выпала. Вот я говорю, сейчас вам нужно прислушаться к себе. У вас, во-первых, у вас развита интуиция хорошо. В большинстве случаев, почему, я говорю, вы помните, вначале я вам говорила, вас ценят люди на работе за ваши качества, когда, говорю, в хаосе вы умеете, да, в кризисах находить правильные решения. Вы видите как бы чуть будущее. Как лучше пойдет это, да, стратегия, которую вы, это я в работе сейчас имею в виду, да, как вот вы ее построите, как она будет развиваться. Многие этого вообще не видят и даже не могут предположить, вы можете. Но это говорит о вашей интуиции. И сейчас, я говорю, она взывает прямо к вам. Вам сейчас говорят, остановись, побудь внутри себя, да, вот, ну, вот. Есть много ключей и тайн, которые ты не открыла. Ты ушла в сферу материализма, да, и почему тебя страх этот сейчас порабощает? Так скажу, да, вот что вот страшно. Да потому что перекос пошел. Вот элементарно перекос. Тебе говорят, остановись, у меня есть. Все, у тебя есть все сейчас на данный момент. Нужно подумать, ну, о душе, грубо говоря, да. Возможно, вас хотят вывести на какой-то уровень, где должна вообще интуиция быть больше развита. Вам нужно ее больше проработать. Многие тайны в себе познать, именно внутреннего себя, понимаете? Ну, по пятерке жезлов здесь скажу, что я говорю, вы боретесь, вот как я сказала, сами с собой. У вас нет конкурентов. Вы либо их уже давно всех преодолели и победили, и соревноваться с вами просто по планке никто не сможет, потому что, говорю, у вас есть уже достаточный уровень и статус социальный, и вообще, ну, как бы, ну, на тот момент в том окружении, в котором вы находитесь, я имею в виду, да? Вы боретесь сами с собой. А ведь все в ваших руках. У вас большой потенциал. И это, я говорю, я уже сказала это в самом начале. Но у вас не хватает баланса. Вам сейчас нужно научиться, вот вы, говорю, вы умеете балансировать, но не в этом плане сейчас идет речь, а в том, что у вас вот есть 4 стихии, да, вот по магу. Конечно, я сейчас условно говорю, но чтобы было понятнее, на примере приведу. Вот у вас 4 направления сгармонированы в жизни, да, там личные отношения, ум, духовный рост и материальная сфера, да. У вас это все сбалансировано более или менее. Ну, нельзя быть идеальным, это невозможно в жизни нашей. Вот. И пошел перекос. И вы вот с этим сопротивляетесь, что вам сейчас говорят. Мало того, что вы знаете, что самое хорошее вообще в вашем положении.
Есть люди, которые, когда идут в перекос, вот их энергия просто уходит, уже сливается, так скажу, в ту сферу жизни, которую нужно оттуда ее забирать. Или иначе другие сферы просто полетят. И у них нет практически ни ресурсов, ни интуиция не развита. Бывает, у вас есть и интуиция, и ресурсы. То есть сейчас, как я вижу, как вам вот идет информация, да, про вас, что вы можете себе сейчас позволить посидеть, подумать, как выровнять остальные сферы. Вы, в принципе, к этому и пошли. Почему вы задумались, почему вас остановили? Я говорю, возможно, остановили через болезнь. Возможно, через какую-то паузу, что вы ее не ожидали, да, но она произошла, и вы сейчас считаете, что вы в клетке, нет выхода, и страшно, и все остальное, ведь у меня столько планов, я привыкла так жить. Мне нужно бежать, 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 делать, 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 делать. Копить, копить, влаживаться опять, да, как я говорила, и так далее. Но вас сейчас, говорю, не зря остановили. Осознание, оно придет. В ближайшее время вы поймете, о чем я вам говорила сегодня. Что есть, говорю, все ресурсы. Возможно, в личной жизни нужно что-то поменять. Да? Может, мы стали меньше, вообще мало стали уделять внимания мужу, детям, семье, родственникам, маме, папе, да. То есть очень мало стали внимания уделять. Себе в том же числе. Может быть, и друзья, которые есть верные, надежные, всю жизнь вы с ними бок о бок идете. Это тоже важно, понимаете, это сторона личных ваших отношений. Вы знаете, что деньгами это не купишь потом. Возможно, вам нужно что-то подучить, изучить какую-то сферу еще. Что-то вам, возможно, не хватает в интеллектуальном, допустим, плане, да, вас останавливают, возможно, вам нужно что-то в сфере эзотерики почитать, чтобы там интуицию понять, себя внутри понять, психологически. Хотя, говорю, вы можете с собой сами, говорю, вам не нужен психолог, не нужен мастер, по идее, потому что вы можете сами себя, знаете, вот я сам себе психолог, я сам себе лучший врач. Вот в этом плане, я имею в виду в психологическом плане. Но почитать, что-то изучить, возможно, нужно. Там вы, может, найдете ответы, про которые сейчас... А так всегда в жизни бывает, знаете, когда ищем, они появляются из разных источников. Вот, возможно, вас сейчас на это толкает, чтобы ясность решения жизни у вас, вот, вашего потенциала, куда вам его дальше направлять, как правильно им распределить этот потенциал, вас сейчас к этому ведут. Контроль. Вам нужно, смотрите, по колеснице. Я говорю, вы триумфальный человек, вы столько раз побеждали, мало проигрывали, особенно за последние годы. Любая сейчас сфера. Вы добиваетесь своего всегда. Я говорю, какая-то сфера у вас сейчас перекосилась. То есть перекосилась в том плане, что, говорю, ушла энергия в большую одну из 4 сфер жизни. И сейчас нужно сбалансировать, говорю, ее, чтобы у вас вот эта колесница ехала, как, ну, по мягкой там травке, да, ну, в общем, по прямой накатанной дороге. Вы стали сбиваться, и вы сами это стали замечать. Я говорю, сбой в организме, может быть. Это и по здоровью, и в личных жизнях, возможно, начались размолвки, да, там ссоры, недопонимания дома, в семье. Вам надо пройти трансформацию. Знаете, почему нужно пройти сейчас трансформацию? Вот смерть вышла, это именно трансформация. Это вот ваши старые привычки, устои должны отступить. Вы должны отступить от того, к чему вы так сильно привыкли. Пришло время, я говорю, поменять в своей жизни многие ракурсы и видение свое, да, вообще вектор свой на свою жизнь. Потому что вы можете настолько вот в незабытие уйти и потерять свою истинную вот суть. Путь начинает теряться уже. Я говорю, где-то вы прям перестояли. И сейчас вы вот как бы вы ни закрывались, вам придется это пройти, потому что смерть здесь старший аркан, 9 жезлов, это 9 жезлов, да? Вы пройдете. Но нужно в себя верить, что это не зря к вам пришло сейчас все. Вот ответ.
Я сильная, я выстою. Я не знаю, что там дальше. Я привыкла жить так, как живу, да? Все. Вас давит сама судьба сейчас, Вселенная. Вас прям трансформирует. Отпустить прошлое. Многие привычки, многие ваши, как бы, вот, знаешь, знаете, вот есть консервативные люди, они живут вот по определенным правилам. Никогда их в жизни не поменяют. Вот у вас так же. Но это уже привычка. Это не потому, что вы так хотите жить. Это ваша привычка. Ответов много сейчас будет к вам идти. Вот прямо ждите. Но если вы откроетесь этим ответом, откроетесь себе, говорю, внутри, вы сможете их четко видеть. Потому что уже все, в тягость все идет. Да и сфера, которую вы уже, вот, говорю, пытаетесь, как вам сказать, сферу, да, но так как я вижу здесь больше материальную сферу, вы пытаетесь до сих пор в ней по максимуму, говорю, все, вот прямо вот представьте пустой стеллаж, вы пытаетесь его по максимуму заполнить. Но в этой сфере уже все достаточно, стоп. О другом надо подумать. Потому что уже вы взваливаете на себя чересчур то, что ну как бы не надо. Да, вам придется учиться, вам придется учиться. Во-первых, я говорю, вам очень много знаков сейчас будет приходить, много придет интересной информации. Вы вообще в себе откроете совсем другую сторону, понимаете? Вот вы даже себя сами такое еще не видели, так скажу. Ну, может быть, когда-то это и было, но со временем, с годами это все куда-то там в уголки души было закрыто и осталось. У вас, во-первых, еще в характере появятся очень интересные черты, которые вы за собой, говорю, в последнее время не замечали, так как привыкли жить по одному сценарию жизненному. У кого-то откроются творческие процессы, очень интересные процессы. Я говорю, человек просто удивится, когда посмотрит на себя другими глазами. Оказывается, во мне вот это еще есть, и я вот, а как, оказывается, бывает, да? То есть вы будете удивлены тому, что вы узнаете. Вам придется научиться жить с новыми энергиями внутри себя, да, которые у вас очистятся, которые у вас придут по трансформации. Вообще идеи, которые вы увидите в жизнь, вы начнете воплощать по-другому. Вам будет интересно то, что наконец-то пришло что-то новое, что-то интересное. Вот, я говорю, возможно, даже в работе что-то поменяете. Если вы поймете, ну, то есть вы все равно поймете, о какой сфере жизни у вас сейчас идет перекос, да, вы там, может, найдете такой подход, что вы сами от себя этого не ожидали. Но я говорю, в любом случае, вы уже устоявшийся человек. Планы вы выполнили, поверьте мне, с лихвой. Просто с головой хватит того, что вы сделали в своей жизни. Вы хорошая мать, вы прекрасная жена. Вы человек мудрый, даже скажу, не по своим годам. И вот тогда вы сможете найти покой внутри гармонии. У вас ее сейчас нет, я вам честно скажу. Вы заполняете это все страстью и огнем к своим привычным делам в жизни. Это деньги, материальное обеспечение, да, то есть вот все только там. Духовно вообще никак не наполняете себя, нету времени. Радоваться тому, что вы... Вот вы знаете, как заработали денег, купили там, допустим, новую машину. Первые полчаса порадовали, все, потом уже некогда. Некогда, потому что думаете уже, ага, надо же еще там на даче ремонт доделать, достроить. Но у вас, говорю, многое есть, у вас есть ресурсы. Во-первых, вы можете делегировать, у вас есть в окружении люди, на кого можно положиться. И вот вы будете этому сейчас учиться. Вы будете учиться менять себя из той женщины, которая практичная, как, ну, для себя, да, в смысле, как практичная, которая живет уже с практикой, а не действием только. И вот это вот у вас тогда обойдет. Уже слишком много. Да, я говорю, вы сможете уйти в глубины себя и найти тот, наконец-то, ресурс, какой вы должны быть сейчас уже. Я говорю, возле вас есть человек, кто вас может поддержать. Вы не одна. Вот здесь я скажу так. Во-первых, я говорю, научитесь доверять. Свои какие-то дела, свои какие-то... Вы научите. Если вот не может человек, допустим, рядом с вами что-то делать, поговорите с ним, научите его, как вы это видите. Но только не так, как в приказном плане, что вы лидер, вы умеете, а он нет. Нет, научите. Есть, я вам скажу даже так, что возле вас люди есть, которые готовы от вас принять, что вы помогли им тоже, чтобы, ну, как бы научиться тому, что вы умеете. И можно было бы многое, как говорится, отдать им. Если это свой бизнес, ну, допустим, больше идет здесь, потому что человек, который занимается каким-то своим бизнесом, причем который уже поставил на ноги, на поток. Не тогда, когда нельзя бросить, потому что все сам делаешь. Но у вас привычка осталась, что я его не брошу, так как я никому не доверяю.
Это не так, возле вас есть люди надежные. Это, возможно, друг, возможно, супруг, который именно с чистыми помыслами возле вас находится. Также здесь, я говорю, могу сказать, что если это в работе или где-то, я говорю, вы можете положиться на свою половинку, на своих друзей, да, родственников, на детей. Что вы боитесь, что если что-то пойдет, вы завтра можете там не зарабатывать дальше, что-то будет не так. У вас много есть, я скажу, что достаточно даже. Я понимаю, что достаточно никогда не бывает, но вам говорят о том, что сейчас подумайте о своем внутреннем мире еще раз, карты вам сейчас. И у вас все 4, помните, стихи, и вообще в жизни уравновешится все. И перестаньте думать, что вы одни только можете на себе все вытянуть в этой жизни. Это далеко не так. Просто это привычка ваша. И вот вам сейчас придется этому научиться. У вас есть, говорю, по королеве Пентаклей, да, в будущем у вас люди, вы откроете глаза, увидите, сколько вокруг вас людей, надежных, верных. Особенно возле, ваши родственники, там, это, говорю, муж и ваши дети. Возможно, сестра или брат. Они готовы вам помогать. А у вас будет время заняться тем, чем нужно в этой жизни. И выровнять то, что вы стали немножко, не немножко даже скажу, реально терять из своего вида. Ну вот так сегодня говорят карты. Пишите. Всегда рада, когда читаю ваши комментарии. Это очень ценно и с глубокой благодарностью отношусь к людям, которые заходят на мой канал, да, смотрят мои расклады. Поддержите это видео лайком. С вами была Лика. До скорой встречи.